Мы рады снова приветствовать вас на канале «Эпоха динозавров», где вас ждут интересные истории, связанные с эволюцией жизни на Земле с доисторических времен до наших дней. Сегодня мы продолжаем наш цикл программ о самых больших и опасных животных планеты. И на очереди Южная Америка. Это потрясающий материк с уникальной флорой и фауной. Ведь здесь, среди прочих прекрасных регионов, находится легендарное место – Амазония, с ее удивительными и опасными животными. Именно здесь можно найти растения и животные, которые до сих пор крайне мало изучены. Прежде всего, по причине труднодоступности территорий их обитания и сложности проведения научных наблюдений. Итак, перед вами первый представитель самых опасных животных Южной Америки – бразильская выдра, крупнейший представитель выдровых. Обычно выдра известна как хищный, но в целом небольшой, а порой и маленький зверь. Как же он попал в наш список? Дело в том, что второе название бразильской выдры – гигантская. Она с огромным отрывом опережает всех других сородичей. Длина ее тела с хвостом достигает 2 и даже более метров. Масса доходит до 30 килограммов, а тело представляет собой набор сильнейших мышц. Это животное иногда реально похоже на перекачанного бодибилдера. Умение отлично плавать и лавировать позволяет не только преследовать, но и удирать от погони. Мощные челюсти способны охотиться на животных, намного крупнее самой бразильской выдры. Но самое главное, эти сильные, быстрые и умные животные крайне успешны в коллективной охоте. Когда такая семейная команда, которую называют кланом, выходит охотиться, ей по силам одолеть любое животное, вплоть до крокодила. Хорошо, что на человека она нападает исключительно в целях самообороны, защиты потомства или охраны своей территории. Как еда в чистом виде Homo sapiens не представляет для гигантской выдры интереса. Ученые предполагают, что куньи, к которым среди прочего принадлежат и все выдры, отделились от своих древних прародителей порядка 16 миллионов лет назад. Еще через несколько миллионов лет произошло деление на подвиды. В процессе эволюции значительное их количество вымерло. Сегодня известно о палеонтологических останках почти 100 видов предков гигантской выдры. Перед вами ягуар. Стремительный, изящный и безжалостный. Это 3-я по величине кошка на планете и самая большая в Южной Америке. Ее масса тела нередко превышает 120 килограммов, а длина – до 2 метров. При таком соотношении массы и габаритов ягуара можно назвать компактным животным с большим объемом мышечной массы, что очень удобно для стремительной охоты. Сила укуса ягуара также впечатляет. Она сильнее всех сородичей на Земле. Этим обуславливается главная особенность его охоты на стадии захвата жертвы. Почти все остальные большие кошки на планете используют пасть и клыки лишь для того, чтобы вцепиться жертве в горло и удушить ее. Но ягуар использует силы своих челюстей иначе. Он сразу прокусывает череп своей жертве, чтобы поразить мозг. Неважно, кто перед ним – обезьяна, капибара или упомянутая выдра, или кайман. Шансы на спасение минимальны. Кстати, ягуар – высший хищник и не имеет большого числа серьезных врагов в Южной Америке. Зато его питательный рацион весьма разнообразен. Пищей ягуара являются около 90 видов животных, включая и близких родственников.
С точки зрения многомиллионной истории некоторых существующих сегодня древнейших животных, ягуар в своем нынешнем виде просто ребенок. Ему всего лишь порядка 300 тысяч лет. Молекулярные и палеонтологические исследования подтверждают очень близкое генетическое родство ягуара с другими представителями рода пантер. Последний их общий предок жил примерно 8 миллионов лет назад. Сегодня ближайшими родственниками ягуара являются леопарды. Варварское истребление естественной природы Южной Америки привело к почти полному истреблению этой прекрасной и еще совсем молодой по меркам эволюции кошки. Уже более 50 лет ягуар внесен в Международную Красную книгу, но ситуация пока так и не стала лучше. Случаи нападения ягуаров на человека единичны. Они случаются реже, чем раз в год, и почти все они являются результатом провокации со стороны человека и защитной реакции со стороны кошки. Так что в вопросе, кто кому приносит больше вреда, ответ абсолютно очевиден. Ягуару не нужен человек. Чего не скажешь об обратном. Поразительно, но даже сегодня в некоторых странах региона можно купить, пусть и за немалые деньги, трофейную охотничью лицензию и убить краснокнижное животное просто ради забавы. Однако не все виды фауны Южной Америки избегают встреч с человеком, как это почти всегда делает ягуар. Ярчайшее тому подтверждение – черный кайман. В бассейне Амазонки этот представитель аллигаторов является крупнейшим хищником. Кстати, изучен черный кайман весьма слабо в сравнении с другими крупными рептилиями. В среднем изученные особи кайманов имели длину не менее 4 метров. Предполагается, что самые взрослые кайманы могут быть более 5 метров в длину и весить не менее 400 килограммов. Вопреки распространенному мнению, аллигаторы, в том числе и черный кайман, не только хищники-убийцы. Научно доказано, что они прекрасно переваривают и растительную пищу, поэтому правильнее считать их всеядными. Хотя мясо в различных его проявлениях – это, бесспорно, главная основа рациона. И человек не является исключением. Кайман не то животное, которое предпочитает прятаться от человека. При удобном случае он им с аппетитом полакомится. Но при этом нельзя не сказать, что человек отвечает с многократно большей силой и долгое время убивал кайманов в сотни раз больше. Прекрасная кожа и вкусные яйца – главная тому причина. Во время так называемого крокодильего бума в середине прошлого века было истреблено 99% этого аллигатора. Сегодня состояние популяции пусть и медленно, но восстанавливается. Если говорить о происхождении и эволюции черных кайманов, то ученые полагают, что отделение кайманов от более древних предков в отдельный род произошло около 12 миллионов лет назад. В настоящий период ученые располагают черепом каймана, которому не менее 5 миллионов лет. Если же говорить о самой древней форме всех представителей крокодиловых, то ими были крокодиломорфы, жившие еще в мезозойскую эру 200-300 миллионов лет назад. Важно отметить, что не все то, что представляет смертельную опасность для человека, имеет огромные размеры и острые клыки. Яркий во всех отношениях представитель таких смертельно опасных моллюток – древолаз. Имея длину не более 5 сантиметров и очень милую расцветку, лягушка-древолаз является одним из опаснейших земноводных Южной Америки.
Когда смотришь на такое оригинальное животное, многим сразу хочется взять его в руки. Но даже если вы просто прикоснетесь к древолазу, вам грозит действительно серьезная угроза. Особенно если при этом у вас в руках есть хотя бы микротравмы. А они есть почти у всех. И еще опаснее, если вы захотите после контакта с лягушкой потереть глаза или засунуть палец в рот. Все тело древолаза буквально пропитано сильнейшей концентрацией множества ядов. В одной лягушке его достаточно, чтобы убить 20 человек. Поэтому неудивительно, что этот яд многие века использовали индейские племена для смазывания им наконечников своих стрел перед боевыми походами. Лягушачий яд намного смертельнее хорошо известного во всем мире курары. Поэтому достаточно даже малейшего ранения кожной поверхности, чтобы соперник не просто получил сильное ранение, а мучительно, но быстро скончался. Кстати, противоядие от яда древолазов до сих пор не создано. За время изучения и содержания древолазов в природе установлен интересный факт. Со временем в искусственной среде обитания они теряют свои ядовитые свойства, потому что не получают поддержку ядов, которые есть в живой природе. Лягушки накапливают его, поедая муравьев и некоторых других представителей фауны, концентрируя мелкие дозы до катастрофических пропорций. А в неволе рацион древолазов составляют сверчки, мухи-дрозофилы и прочие безопасные насекомые. Древнейший из видов первобытных бесхвостных земноводных, прямым потомком которого является древолаз, датирован Нижним Юрским периодом. Это почти 200 миллионов лет назад. Этот вид получил название Prosalirus bitis и стал отправной точкой для эволюционного пути. Он уже явно напоминал лягушку. Далее наука располагает еще одним древним представителем 100-миллионной давности – Paleobatrachus gigas. Он умел и прыгать, и плавать. Точный эволюционный путь пока является предметом дебатов и активной научной работы. Следующий представитель самых больших и опасных животных Южной Африки – анаконда. Самый массивный удав современности на Земле. Есть множество сведений об анакондах длиной 8 и более метров, но они являются частными сведениями. Если же говорить о научно достоверных фактах, крупные представители этого вида обычно достигают 5 метров в длину и весят около 100 килограммов. При этом ученые предположили, что существование 7-метровых особей вполне допустимая реальность. Хотя анаконды способны буквально выжить жизнь и потом проглотить животных даже более крупных, чем человек, сразу хочется отметить, в истории не зафиксировано ни одного факта их нападения на людей. Отрадно, что и популяция анаконд пока не является стремительно исчезающей. Но стремительное уничтожение лесов Амазонии – традиционная и самая главная угроза всему живому в этом регионе. Почти вся жизнь анаконды протекает в небольших рукавах, маленьких озерах и тихих заводях рек Амазонка и Оренока. Отсюда, из воды, она внимательно следит за всем, что происходит на берегу, и высматривает жертву. Обычно это небольшие млекопитающие, птицы и рептилии, крупные животные случаются значительно реже. Способ охоты необычен. Перед тем, как начать удушать жертву, гигантская рептилия вгрызается в нее острыми зубами, которые для удобства удержания жертвы направлены внутрь. Хотя львиная доля жизни анаконды проходит в воде, время от времени она выползает погреться на солнце.
а иногда даже и для того, чтобы совершить значительный пеший поход, в том числе и через шумную автомобильную магистраль. Известны случаи, когда для миграции анаконды полиция полностью останавливала дорожное движение. Эволюционно змеи произошли от ящериц. Но около 150 миллионов лет назад они разделились и пошли кардинально разными путями. Пройдя многомиллионный путь, именно анаконду, пожалуй, можно отнести к одной из верхушек этого пути. Но не стоит исключать и другого достойного представителя змей Южной Америки. Закрывает наш список самых опасных животных этого материка еще одна змея, меньшая по размерам, но представляющая намного большую опасность для человека. Это американская копьеголовая змея, представительница семейства гадюковых. Все разновидности этой змеи живут только в Южной Америке, достигают 2 метров и обладают сильнейшим ядом. Именно укусы этих гадюковых возглавляют печальный рейтинг смертельных исходов для человека среди всех животных континента. Если пострадавшему от атаки не будет оказана оперативная помощь, то шанс умереть составляет 10%. И при этом ежегодно копьеголовые змеи атакуют человека до 1000 раз в год. При укусе человек чувствует резкую боль, начинается отек места укуса, тошнота и рвота. На дальнейшей стадии начинаются внутренние кровоизлияния, кровотечение десен и глаз, мозговые кровоизлияния, почечная недостаточность. На 3-й стадии уже можно ожидать самых печальных последствий. Такое количество укусов, а затем тяжелых последствий и смертей во многом объясняется ареалом распространения копьеголовой змеи. А живет она практически везде, вплоть до 2500 метров над уровнем моря. Но укусов и смертей могло бы быть значительно больше, если бы эта гадюка вела дневной образ жизни. Но нет, она активна лишь в ночные часы. Причем пик активности некоторых разновидностей приходится лишь на облачную и дождливую погоду. В завершении хочется добавить, что полное описание всех животных, имеющих потенциальную опасность для жителя или путешественника в Южной Америке, заняло бы много часов. Ведь на земле этого материка обитает множество смертельно опасных пауков. В реках полно ужасающих пираний и различных видов крокодилов. А в прибрежном океане близ Бразилии отмечается самое большое количество нападений акул на людей. В том числе и самое большое количество летальных исходов. Поэтому нашей целью было показать богатство и разнообразие материка Южная Америка. Мы надеемся, ваше путешествие по самым диким местам южноамериканского континента было увлекательным, запоминающимся и познавательным. Рекомендуем посмотреть другие фильмы, как о настоящем, так и о самом далеком прошлом нашей прекрасной планеты. Будем благодарны, если вы поддержите канал «Эпоха динозавров», оформив подписку и поставив лайк. До новых встреч и спасибо за внимание!